Если вы слушаете этот ролик, значит вы уже, наверное, имеете определенную свободу. Ваша воля в минимальной зависимости от других. Имеете собственное мнение и даже думаете без спроса. Эта вступительная фраза ни в коей мере не оскорбляет никого, только констатирует факт, что человеку свойственно вместо того, чтобы думать самому, перекладывать ответственность на другого, отдавая даже собственную волю и делать все, что сказал думающий руководитель вашей свободы, не придавая этому значения. Но мы сегодня говорим о карме. Дальше будет жестче. Можете остановить этот ролик и больше никому не рекомендовать его смотреть, а также все мои ролики с этого канала, потому что вы узнаете о карме и как она работает на вас. Пока вы об этом не знаете, вы пребываете в невежестве, то есть в незнании. И все, что вам грозит за это ходить по одному кругу с одним и тем же сценарием несколько жизней, пока вы не решитесь узнать, а что такое карма. Сегодня вы узнаете о карме, и у вас откроются глаза, и вы познаете добро и зло, и вас ждет и разочарование, и надежда, и реальный путь, как жить с этим дальше. Подумайте. Еще можно остановиться и продолжить день сурка. Вы, надеюсь, помните такой фильм? Вот наша жизнь подобна этому фильму, повторяющаяся изо дня в день. Я буду стараться не использовать специальных и научных терминов в описании кармы и постараюсь донести эту информацию самыми простыми словами. Для начала одна маленькая установка из собственных наблюдений. В каждом человеке всю его земную жизнь балансируют две личности. Это аутист и бодхисаттва. Для понимания, для аутиста в этом мире, кроме его самого и его желаний, больше ничего не существует. А бодхисаттва – это человек, которого не интересует его собственная жизнь, лишь бы избавить от страданий все живые существа. Мы с вами всегда балансируем на этой шкале между двумя крайностями, в зависимости от окружающей среды и сложившимся обстоятельствам. Если вам плохо или даже если вам очень плохо, вам в этом случае практически наплевать, насколько может быть плохо еще кому-то. И даже может быть из-за вас. Если у вас все хорошо или даже очень хорошо, что вы даже иногда можете заботиться о других, то вам кажется, что вы уже готовы быть святым человеком. И так продолжать всю жизнь. Где истина? Итак, продолжим. Ответ скоро будет. Ответьте себе на один простой вопрос. Почему люди ведут блоги, учат разному мастерству других, отдают свои знания, опыт? При этом утверждают с экранов, что очень хотят, чтобы вы были умными и здоровыми. Они что, бодхисаттвы? Живут на подаяние в буддийском монастыре и пытаются спасти от страданий всех живых существ? Это тема, кстати, для медитации. Задайте себе такой вопрос по каждому своему учителю, которого вы слушаете там, в социальных сетях или читаете книги и так далее. Поставьте себя на место этого учителя и попробуйте прожить небольшой кусочек жизни в шкуре этого учителя, делая то, что делает он. Очень увлекательное занятие. А мы с вами, вот, кстати, такая практика медитации позволяет приучить ваш заснувший мозг думать и постепенно забирать свою волю и свою свободу от тех, кому вы ее отдали. Предугадывая ваш результат медитации, предлагаю вам сохранить свою карму по отношению ко мне и подписаться на курс по медитациям по ссылке к описанию этого видео.
При подписке вам будет предложена сумма для оплаты на карту за этот курс, который я считаю просто справедливой и не более того. После подписки вы сможете перечислить на указанную карту любую сумму, которую пожелаете. И это опять никак не повлияет на вашу возможность получать материалы по всему курсу. Мы с вами изучаем карму. А это для вас первое задание. Итак, согласно учению индуизма и буддизма, есть понятие карма. Но это понятие сейчас так сильно вошло в нашу жизнь, что люди, которые не имеют никакого отношения ни к индуизму, ни к буддизму, оперируют этим понятием и серьезно трактуют те или иные жизненные обстоятельства, которые происходят вокруг них, именно как законы кармы. Они в чем-то правы. Особенно принимая во внимание, что этот факт принимает как минимум половина населения Земли как некое культурное наследие своей страны, а вторая половина как общий сложившийся факт. Что если человек совершает зло, то как минимум он за это пострадает. И за совершенное добро, скажем, как минимум тебе скажут спасибо и, может быть, даже улыбнутся. И, собственно, карма – это закон, согласно которому во всех отношениях между любыми существами возникает, внимание, причинно-следственные связи. То есть стул, на котором вы сидите, не упадет, если не возникнет некая сила, в виде, допустим, вашей руки, которая его уронит, или там червь, который сточит его ножку. Согласно этому закону, любое действие, совершенное любым существом, но сейчас мы говорим о людях, имеет обязательное следствие. Любое действие. Ваше рождение является причиной вашей смерти. Представьте себе, что наша планета Земля была бы размером, пусть даже с футбольное поле. Да, вот такая вот круглая, там плавает в большом океане, размером с футбольное поле. На этой Земле живет, скажем, всего 1000 человек. Как-то живут, еды хватает, но на этой Земле все очень сбалансировано. Нельзя собираться на мероприятия в количестве больше, скажем, 500 человек в одном месте. Представляете, люди с правой стороны Земли перешли на мероприятие на левую сторону, и Земля просто перевернется. Где про это записано? Какой вершитель судеб будет считать, сколько пошло и куда? Никто. Просто перевесит Земля, повернется, и люди упадут с Земли в океан. То, что наша Земля большая, это не значит, что наши действия не имеют значения для всей Земли. И у каждого действия есть последствия. Каждый из 500 человек в предыдущем примере сам по себе не виноват. Никто же не запрещает ходить на другую сторону планеты. Но все вместе они послужили возникновению катастрофы. Но если они умеют думать, то не сделают этого никогда, потому что знают последствия. Это, кстати, тоже тема для медитации. Поставить себе задачу в медитации обдумать, что если действия, о котором вы думаете, будут делать все люди Земли, к чему это приведет. А теперь просто поверьте, точно так же, как вы сейчас верите в наличие кармы, что во Вселенной есть единое информационное пространство. Некоторые медиумы называют его Акаши, в котором записываются все действия, совершенные всеми существами. Такой некий протокол. Но протокол нужен буквально для того, чтобы четко определить, кто был участником того или иного события. Помните Булгакова, «Мастер и Маргарита»? Аннушка пролила масло. Это стало одной из причин смерти Берлиоза. Итак, карма – это отпечатки в информационном пространстве, которые являются причиной будущих событий для автора этих отпечатков.
Поясняю. Если вы в прекрасной физической форме, ловкий и сильный, но немного не дотягиваете в умственных способностях и очень умный и очень чахлый физический индивидуум, то кто из вас окажется в научно-исследовательском институте с большей вероятностью? Да, наверное, оба. Только один в качестве испытуемого, а другой в качестве испытателя. Итак, каждый человек в этом мире имеет изначально потенциал для того, чтобы реализовать свою карму. У человека с прекрасной физической подготовкой, о котором я только что говорил, кармически не было задачи скрывать свое тело от исследований, поэтому он стал объектом исследований. Что могло бы быть причиной такого стечения обстоятельств? Ну, давайте себе, вот сейчас это называется, кстати, синдром недостаточности внимания. Так вот, посмотрите, наверняка у каждого из вас, такого тихоню, которого не слышно, не видно, все им пренебрегают, он уродлив, невзрачен, он страдает и готовит свое будущее, чтобы за свои страдания получить антистрадания. Как он с этим справится? Это и есть его опыт. Если его захлестнет слава и самолюбование, то вы понимаете, что его ждет после этого, зная законы причинно-следственных связей. И это будет повторяться, сменяя друг друга до тех пор, пока человек не осознает, как таким подарком судьбы правильно распорядиться, чтобы не страдать. А теперь внимание. Я произнес фразу про несколько раз. То убогий, то красавец. Когда мы говорим про карму, мы говорим, что в этой жизни мы формируем свою карму для следующей жизни. Конечно, если человек очень постарается, то он может получить результаты своей кармы уже в этой жизни. Но это, как правило, очень редкие случаи. И для этого действительно нужно очень постараться. В жизни обычного человека таких ситуаций обычно не происходит. То есть все, что мы делаем без крайностей, точно формирует карму для будущей жизни. Жизнь на Земле очень однообразна и неизменчива уже долгое время. Все люди страдают. И причиной страданий является желание людей чем-либо обладать. И начинается это все до рождения человека на Земле. Если вы принимаете карму, то вы принимаете, что ваше сознание живет уже не 1000 воплощений. А смерть – это просто ночь, где ваше сознание спит и не пишет в информационном пространстве ваших кармических отпечатков. Потом оно просыпается и начинается новая жизнь на 70-80 лет. Это день, где вы отрабатываете карму прошлой жизни и нарабатываете карму будущей. Вы с вашими кармическими задатками до рождения можете выбрать или не можете выбрать, где вам родиться, в каком мире, в какой стране, с какой культурой, у каких родителей. Ваши родители обязаны кармически вам подробно рассказать то, пока вы ребенок, и все впитываете, что вы не смогли понять в прошлой жизни. Поэтому можете сами себе ответить, почему вы родились в семье учителя, или рабочего, или первого секретаря партии? Почему вы родились в стране или республике с христианскими традициями или мусульманскими? Почему вас долго водили за ручку или почему вы с 8 лет уже работаете и так далее? Ваши кармические отпечатки закладывают ваше мировоззрение на всю текущую жизнь. Если вы все еще слушаете это видео, значит вам, наверное, интересно, а как эти знания, которые я сейчас получаю, могут повлиять на мою карму и как это поможет мне сейчас, в этой жизни. Если вы получите в этой жизни опыт осознанности
и начнете разрывать круг ваших желаний, и начнете приобретать опыт взаимодействовать с другими живыми существами и вещами без желания ими обладать, то у вас есть все шансы в следующей жизни точно родиться у таких родителей, которые вам предоставят возможность больше развивать свои умственные способности и ни в чем не нуждаться. Но в этой жизни вы уже с первых дней поставите точку по тем кармическим задачам, которые у вас повторяются изо дня в день для полного усвоения. Если вы живете без собственной воли и без осознания того, что вы делаете, это говорит о том, что урок вы этот не усвоили, поэтому у вас будет всегда дураки-начальники, стерва-жена или козел-муж, уроды-дети, мерзкие соседи, жлобы-родственники, тупые подчиненные и так далее. А теперь представьте, что все, что я перечислил, поменяло свою полярность. Вам понравится такая жизнь? Медитация осознанности – это сдача кармического экзамена. Если все или часть того, что я перечислил в вашем окружении есть, значит у вас есть кармическая задача по выстраиванию отношений. Если вы сейчас, после услышанного, это осознали, то вы попали в нужную школу и в класс своего уровня. И сейчас, начиная учиться, вы одновременно сдаете экзамены в кармической школе, где вам выставляются зачеты. И эту задачу вы больше не будете получать ни в этой, ни в следующих жизнях. Круто? Что вы получите сейчас в этой жизни? Вы получите сразу, уже с сегодняшнего дня, своих детей в новом обличии, других родителей, знакомых и так далее. Вы качественно измените свою жизнь и можете даже успеете еще разрешить несколько подобных кармических задач, результат которых увидите в этой жизни, потому что разрешаются кармические задачи только через осознанность, а также подготовите прекрасную почву для будущей жизни. Добавляю к сказанному. Сегодня вы очень серьезно продвинулись в познании кармы. Для кармических отпечатков, как для любой энергии, фиксация происходит от ваших мыслей и не столько от действий. Поэтому если вы поставили стул в проходе и не планировали, чтобы ваш младший брат на него наткнулся в темноте и разбил свой нос, в ваших действиях нет кармического последствия. Но если вы подумали поставить, чтобы он разбил нос, и даже если вы его не поставили, то вы уже оставили кармический отпечаток, и за это придется ответить. А если все-таки поставили, и вас даже предупреждала мама, что подобное может случиться, и разбили, то ответ будет по всей строгости. Думайте, что вы думаете. Делайте, что продумали и осознали. По ссылке к видео регистрируйтесь на курс по медитации отношений. 10 практических медитаций, и вы получите навык для разрешения кармических задач в ваших отношениях со всеми живыми существами. Сумма оплаты на ваше усмотрение. Материал вы получите в любом случае в полном объеме. Мне же тоже надо исполнять свои кармические задачи.